Всем доброго времени суток. Мы опять к вам возвращаемся, чтобы поделиться своим светом, своим любовью и поговорить о том, что такое любить себя и как это проявляется. Привет всем, добро пожаловать. Мы сегодня зелененькая и желтенькая. Да, в очень таких нежных природных цветах, оттенках, прям пастельных. У меня, кстати, прошлую неделю, вернее, вот эту всю неделю, как будто бы мой путь наполняли вот такие пастельные, очень нежные цвета, розовый, желтый, зеленый, синий, что необычно. Раньше у меня такого не присутствовало. Что-то во мне изменилось, очевидно, и в моем пространстве начали проявляться именно такие цвета. Очень женственные, я бы сказала. М, Как интересно. Ты говоришь сейчас, и я вспоминаю сон, который мне приснился вчера. Мне Мгм. приснился вчера сон, что я покрасила свои волосы таким нежно-фиолетовым цветом. Цвет О, с шестой чакры, по-моему. Это какая из них чакра? Которая, по-моему, вот эта, да? Third eye. да, да. Такой нежный-нежный. И я так прям смотрю в зеркало и думаю, вау, какой цвет, вау, я прям так балдела от того, что я покрасила. И когда я спросила у чат GPT, я обычно, если какие-то такие необычные сны мне снятся, я спрашиваю чат GPT, что это? Он говорит, о, вау, ты принимаешь новый identity на себя, и как Мгм. интересно, что identity связан с шестой чакрой, проявление себя, awareness, да, и видение, что на самом деле существует. И я такая, о, so cool. Мне даже хочется покраситься в этот цвет. Он был очень прикольный. Но я не смогу все волосы покрасить, потому что я не хочу обесцвечиваться. Потому что нужно сначала обесцвечиться. Но у меня есть, например, highlights, которые Мгм. я могу чуть больше добавить highlights и сделать их в такие нежно-фиолетовые. Это очень интересно, потому что я на самом деле в какой-то момент своей жизни видела себя вот там спустя лет 10-20 с таким космическим цветом волос, длинными волосами. И у меня есть картина, которую я привезла из Перу. Я была просто очарована. Это вообще моя первая картина, которую я в жизни купила. Мы тогда пришли к нашему общему другу Андресу, он занимается искусством. Помимо всех его других начинаний и бизнесов. И у него дома была картина, она 2 метра длиной, 2 на метр, и там нарисована женщина. И у нее волосы идут слева направо, и они нарисованы такими длинными штришками разных цветов. Вот она у меня сейчас рядом стоит, я поэтому смотрю немножко на нее. Там и голубой, там и желтый, там и черный, там и белый, но там очень много серебряного. И для меня это было что-то просто невероятно завораживающее, потому что она показывает вот прям истину женщину и всю ее глубину, сколько в ней граней, сколько в ней цветов. И вот этот космос космический, который в нас присутствует, это тоже как бы передавалось вот через этот серебряный цвет. И у меня как-то это все соединилось воедино. Там также видно, допустим, очень четко твое разъединение на правое, левое, мужское, женское. То есть и в течение дня играют разные цвета, разные оттенки на этой картине. То есть ты как будто бы прям видишь, как а, этот образ оживает и меняется в течение суток. То есть это что-то невероятное. Но как бы к чему я это говорю, что у меня тоже в какой-то момент было такое ощущение, что я перекрашусь и буду белая, либо вот такая космическая. У меня, кстати, еще стоят у меня стоят две краски, которые я с собой вожу уже год, но я так еще не решилась туда пойти. У меня в какой-то момент были белые волосы, но там прям такой вот насыщенный космический цвет, даже фиолетовый, вот как ты описываешь.
поэтому мне это очень-очень отвлекается. Вау, прикольно. У меня просто никогда не было таких radical цветов. Для меня это, для моей персональности, и как я обычно себя вижу, как я себя представляю, для меня это такой radical change. И как оно меня зажигает, и я прям удивляюсь, как меня это зажигает. Сама обалдевает. Это, наверное, пойду на следующей неделе покрашусь. Я прям хочу, чтобы вот здесь вот было много-много highlights, и эти Мгм. highlights были прям вот таким вот насыщенным, ярко фиолетовым цветом, вот как мои тапочки. Такие. У меня тапки. У. Но мне кажется, это вот тоже один из таких ярких примеров, когда женщина позволяет себе через вот такие движения проявляться, и это тоже такое позволение, разрешение быть тем, кто ты хочешь, а значит любить себя. Потому что иногда мы скованы определенными как бы видениями пространства, людьми. То есть ты должна быть такой, ты должна быть еще какой-то, а вот именно позволять и проживать свою жизнь так, как ты ее чувствуешь, это вот, насколько я это чувство понимаю, один из вариантов проявления любви к самой себе. М, Даже если это не сочетается с видением общества, близких или еще кого-то, но быть честной, откровенной самой собой, прислушиваться к себе, прислушиваться к своему сердцу, к своим позывам и быть настолько соединенным со своим потоком, проживая каждую секунду, каждую минуту своей жизни в честности, самой собой, мне кажется, это одно из самых великих таких вот подарков, которые ты можешь сделать сама себе. а. Ты знаешь, что это напоминает, когда я пошла работать в корпоративе, и Мгм. я хотела покрасить волосы свои, по-моему, в красный, ну, красноватый, рыжеватый. И мне сказали, ты что, это не профессионально, на тебя не будут серьезно смотреть. И вот у меня, видать, это все время сидело, что нельзя. Мгм. А сейчас я думаю, слушай, я же сама себе хозяин. Ну, получается, что так. Мой босс мне позволил покрасить волосы, как я хочу. У меня очень хороший босс, она мне очень нравится. Мы с ней в гармонии. Это самое главное, находиться с тобой в гармонии. Да. Я тоже помню, вот из тех времен, когда я была в corporate world, там все это очень строго. То есть в моем случае это были всегда костюмы, это всегда был черный такой сероватый цвет. Тату людям не разрешали показывать, какие-то такие нюансы, моменты, и тебя как бы ты находился в каких-то определенных рамках. А потом, когда ты людей встречаешь за пределами работы, ты вообще понимаешь, что перед тобой стоит абсолютно другое создание, другая душа, и ты шокирован тем, что ты встречал на работе. Это как будто бы немножко так, не знаю, какое-то правильное слово подобрать, как будто вы играете в игру не настоящую. Вас заставляют играть в эту игру, притворяться, а те, кто вы на самом деле, вы не показываете никогда. Ой, ты знаешь, сейчас ты мне напомнила историю, которая произошла со мной в понедельник прошлый. Мы с моей коллегой, у нас ее пригласили быть спикером в Мгм. группе с банкирами. И она попросила мою assistance, помощь, э, tech-support делать, помогать ей и так далее. Должны были быть 28 женщин, и договор был, что мужчин не будет, что это будет класс, называется «Как разговаривать с мужчинами в бизнесе». Мгм. И мы с ней подготовились, был шикарный текст, все было хорошо, все, мы пришли туда наполненные жизненной энергией. Мгм. И когда мы вышли, так интересно, для начала вышел мужчина, который нанял ее, и
немножко так было даже, ой, а что здесь мужчина будет? А потом вышел еще один мужчина, хозяин, который чек выписывает. У меня пропал интернет. На несколько секунд, да. Если ты могла бы повторить историю. Вот вы пришли, потом вы выходите. Да, мы когда вышли в онлайн, вышел мужчина, который ее пригласил изначально. О, Ну, вау. таки думаю, ну, ладно, как в принципе он, который пригласил и так далее. Потом смотрим, еще один мужчина подключается. А который подключился, он хозяин всего департамента, который заплатил за это. Босс, главный босс. Мгм. И как интересно было смотреть, как женщины закрылись сразу. Сначала вышли, были такие все готовые разговаривать, столько энергии. Как только все его увидели, все такие, о, невозможно было ни одну из них пригласить, проговорить что-то, поделиться своей информацией, задавать вопросы. Только 2 или 3 были очень смелые женщины, Мгм. которые ответили. И после этого позвонили, сказали, типа, вот, там, мужчине не понравилось, что ему не дали внимания. Ну ладно, там, а все остальное там не понравилось, не понравилось, извинились и так далее. Но самое, что интересное, как женщины сразу закрываются, когда появляется мужчина, и тем более, который как бы их ну, как хозяин, да, босс. М. Было очень интересно смотреть, как просто вот, все уже сели по-другому, такие, как солдаты стали. И вот мы немножко попытались на эту тему тоже с ними поговорить, да, как э, ведь наша задача не быть как мужчины, наша задача быть женщинами. Мы же красивые розочки, цветущие, пахнущие. А как будет роза такая в темно-синем костюме ходить? Такая, я очень На серьезная самом- роза. Да, оно такое есть, потому что ты как будто бы начинаешь играть по мужским правилам, потому что женской игры там нету, и Да, тебе приходится встраиваться в эту игру. И, наверное, что бы хотелось больше видеть в нашем мире, мне кажется, это уже начинает происходить, по моим ощущениям, начинает больше поддерживать индивидуальность в компании. То есть вот какой ты есть, мужчина, женщина, ну, то есть какие-то у тебя есть свои индивидуальности, ты одеваешься по-разному, у тебя свой индивидуальный подход. Сейчас больше поддерживают, ну, как бы начинают поддерживать индивидуальность человека, а не насколько ты хорошо, ну, как сказать, выполняешь задачи, которые тебе да, были поставлены кем-то сверху. да, да. Потому И что все-таки каждый человек, он приносит в команду свои таланты. И задача, ну, как мне кажется, задача каждого ам, директора или senior manager, либо кого-то на руководящем посте человека в том, чтобы раскрыть этого человека, раскрыть их таланты и применить это в лучшую сторону для команды, для компании, для бизнеса. Потому что я видела, ну, как бы вот на своем опыте, у меня была такая история, где у нас работал один парень, он безумно талантливый, у него свое видение и свое мышление. И он с нами работал где-то 9 месяцев до того, как он попал под мое крыло. Вот. И я все время слышала, ну, как бы я с ним не перекликалась очень близко, то есть мы с ним близко не работали, я все время слышала какие-то такие негативные фидбэк в его сторону. И потом он попадает в мою команду, я с ним начинаю разговаривать, просто пытаюсь понять, что за человек, что там, как, зачем, почему, что он чувствует, что он видит. Во-первых, я понимаю, что он эти 9 месяцев прям страдал, бедняжка. Я до сих пор не знаю, почему и как он выдержал этот путь. Но что происходит дальше? Я начинаю как бы из него
начинаю как бы искать те моменты, вещи, где у него его сила. И спустя уже месяц он едет на мероприятие, где он каким-то образом делает так, что наша компания засветилась на их, у них было свое собственное ТВ, нас туда не приглашали, туда приглашали только CEO самых больших компаний. А мы на тот момент, ну, как бы мы были таким достаточно маленькой компанией по сравнению с теми, кто выступал на там телевидении. Он каким-то образом пробивается туда, говорит мощнейшую речь, он вообще просто стал там героем, и я такая, боже мой, ну, у человека просто талант, у него реально крутые идеи, но, к сожалению, его не слышали до этого, и я знаю, что когда я ушла, ему дали повышение, ну, как бы я к этому привела, но потом из-за того, что я ушла, к сожалению, другие люди его все равно не услышали, и он в М. какой-то момент ушел. То есть задача каждого лидера разглядеть в своей команде, в каждом человеке талант и дать возможность этому раскрыться и применить это, и наладить еще коммуникацию между всеми, чтобы это все работало. Ты знаешь, сейчас, ну, как всегда, просто, появилась моя коучинг-шапочка. И в том, что ты сейчас рассказала, в нем есть очень интересный момент. Женщина, наша власть состоит в нашей receptivity, эм, М, восприятие, да? Правильное слово? да. И когда мы входим в момент восприятия, то люди находят себя в этом, потому что их волны, их энергетические волны, они проходят сквозь нас, выходят, Мгм, и когда уходит вот эта волна того, что не свое, человек находит себя, остается внутри то, что есть. И вот я это услышала, и мне это напомнило, я сидела возле моря, нет, возле океана, наверное, дней 5 назад. А я рассказывала в коучинг-классе это. И когда я смотрела волны, а я думаю, а почему мгм, волны сюда идут? Почему они вот не туда идут, да? Они почему к нам идут? Почему они идут к земле? И как они туда идут? И я начала смотреть физику волн, и что волна океана, она более, точно не помню детали, или она а, реже или чаще. По-моему, реже она такая, более большие волны энергетические, да, и когда они встречаются с песком, а у мгм, песка маленькие волны, и они абсорб вместе это, и поэтому как бы песок, он абсорб энергию океана, и у них гармония. Океан дает, мгм. песок принимает, океан дает, песок принимает. И вот это про мужчину и женщину. Хотя обычно говорят, женщина это вода, а мужчина это огонь. А здесь я увидела, что в гармонии это вода и земля. И что Мгм. волны приходят сюда, ты как поскольку ты находишься в восприятии, ты просто воспринимаешь. Ты не воюешь с волнами, ты их просто воспринимаешь. И когда ты их воспринимаешь, они успокаиваются, и приходит следующая волна. И потом приходит следующая волна. И у вас такая определенная гармония. Улетела. Мгм. Ну да, она такая есть. Женщины по-другому вообще, в принципе, воспринимают информацию. И я, кстати, недавно общалась с одним другом с детства, и было интересно поймать себя на таком мысли, что мы говорили, допустим, о бизнесе. Я не помню всех деталей сейчас, но у него было желание, вот, нужно заходить на рынок, надо их побеждать, надо там еще что-то делать. А я говорю, а зачем? Ну, вернее, не то, что я говорю, а зачем, а я говорю, у меня немножко другое видение. Можно же рядом создать свое. И если захотят, то придут. И если не захотят, не придут. То есть это тоже про свободу выбора, про любовь,
про creation, и, и я как будто бы в тот момент очень сильно увидела разницу мышления мужчины и женщины в построении вот прям даже мира, я скажу вот так вот большими словами, потому что у них это всегда про завоевание, про борьбу, про вот что-то такое, да, про силу, а у женщины это про любовь, про созидание, про выбор свободный. Это абсолютно два разных подхода, две разные энергии, и это было очень интересно ощутить это вот, как будто бы я это раньше знала, но я никогда этого не прочувствовала вот так вот глубинно. Мгм. Я тебя так понимаю. Я тебя так понимаю. Это же я после этого класса, ну, класса, после этой презентации я увидела вообще власть женщин и как мы можем поменять мир. И в то же время я увидела, э, когда мы закрываемся, уходим в себя, какие результаты. М, И мужчины, и мужчинам же тяжело. Если они внутри понимают, но не могут, например, до конца это процесс, что женщина, она должна мне красоту давать, любовь, receptivity и принимать меня, и тогда я могу быть такой, горилла такой, о. И они на самом деле показали, как они себя вели, как гориллы, а женщины такие все. Да. А я так думаю, ух ты, как интересно. И в ответку у меня, например, я несколько раз поговорила в этой спич тоже, и я когда говорила, я говорила очень спокойно, так же, как я сейчас разговариваю с ними. И женщина так... «М». И моя коллега, она тоже говорила, когда она делилась информацией, у нее было такое presence, было как у Эстер Перел, когда она разговаривает, когда она делится своей информацией, у нее тоже такой очень authority, да, как бы я ее с удовольствием слушала, я прям слышала информацию, но было интересно, как женщины хотят, но в то же время боятся. И когда мы, как женщины, воспримем эту власть, которая у нас есть, и да, соединим ее в гармонии с силой мужской, да, то не нужно будет войны начинать, не нужно будет много чего того, что происходит сейчас деструктивного, а- а уже не останется для этого м, нужды. м, Нужды. нужды, да. Тогда можно танцевать. Я сейчас, ты мне прям перекинула в одно мое утро, я стояла в душе, извиняюсь за детали, но на этом как бы все такие интимные детали закончились. Я просто стояла, но я в этот момент, мне иногда вот в такие моменты я тоже проживаю какие-то такие очень сильные внутренние осознания. Я стояла, и я поняла, что я богиня. Ну, то есть я как будто бы это все знала, я жила свою жизнь так, но здесь пришло какое-то новое, прям просто глубинное осознание, что я богиня. И со мной нельзя, вот как было раньше, вот нельзя, потому что я настолько божественное создание, и ко мне нужно относиться вот так вот, Правильно. вот с любовью, с бережностью, с заботой, с нежностью, боже мой, там длинный лист, и с уважением также это туда включается. И я вот настолько это прочувствовала, мне бы очень хотелось, и как ты сейчас озвучила, чтобы каждая женщина вспомнила о том, что она богиня, потому что когда ты вспоминаешь, что ты богиня, ты обретаешь в тот же момент свою силу. Ты вспоминаешь про ту женскую силу, которая есть в тебе, которой нету нигде больше. Да, да, это очень красиво. Э, Я песню напишу про это. Такая же сижу, такая, так. Но это твоя, как бы, твой талантик, я тебе даю полностью права на это.
У меня эта история во мне не проявляется, which is fine as well. Конечно, конечно. У нас оно же все проявляется по-разному. Да. Когда было 12 лет, нам папа подарил караоке-машину. О, это было что-то. Это поменяло вообще, как весь район, как общался, потому что все дети района были постоянно у нас дома, и мы постоянно Вау. пели караоке, потому что никого не было этой машины. И вот казанцы приезжали, все хотели приезжать, и постоянно мы пели песни. И я не знаю, ты помнишь или нет эти старые машины караоке? Там было такое, что чем громче ты кричишь, тем выше тебе баллы давали. Нет, я не знала такого. У нас, ну, как бы у меня не было такого, поэтому. А, у нас ни у кого тоже не было, вот только у нас, ну, папа привез их с Арабских Эмиратов. И я Мгм. помню, что мы сначала мы просто пели, балдели, два микрофона было, а потом в один момент мы поняли, что чем громче поешь, тем больше тебе дает эти баллы. Мы стали задумываться, как это так интересно, знаешь, баллы получать эти. Начали уже громче, громче. Но к чему я это рассказываю, что когда мы тогда пели, мне все время говорили, кто-то говорит, вау, ты так красиво поешь, кто-то говорит, лучше не пой. Да, и как бы оно как-то вот так вот зарегистрировалось, что у меня нехороший голос. Потом были моменты, когда мне говорили, что у тебя голос какой-то странный, как будто першит в горле у тебя. И как ребенок ты закрываешься, как роза, да, такая, обратно. Вот. И Мгм. когда я на самом деле закрылась и очень долго не могла, а я музыку как люблю. Музыка — это мой вообще мир. Я помню, когда я в Англию уехала учиться, мне Казан все время говорил, говорит, я прихожу к тебе домой и знаю, что тебя нет, потому что the music is not blasting. У меня была большая комната своя, и у меня всегда музыка громко играла, потому что мне Мгм. папа привез тоже с Арабских Эмиратов такой красный шарп, помнишь? Бумбакс. О, вау, это мощно. Да, да, и все, я с этим бумбаксом ходила, в душ иду я с этим бумбаксом, в комнату иду, уроки делаю, у меня этот бумбакс играет. И так смешно, у меня дети также, у каждого есть по маленькому спикеру, и они, когда все идут купаться, они все время включают свой бумбакс, и музыка там играет. Э, И вот, получается, это закрылось желание петь, но музыку Мгм. я продолжаю любить. А сейчас мне AI дал возможность писать свою собственную музыку, и так я балдею от нее. Каждый раз что-то приходит, я пишу. Я, наверное, ну, где-то каждые 2-3 дня какую-то пишу музыку. И AI мне в этом помогает, и я прям чувствую, что для меня это как мой кусочек, кусочек моего счастья, Мгм. музыку. Все это твое творение, Мгм. Да, такая счастливая, проявление в этом мире. как маленький ребенок, такая, ой, я сейчас песенку напишу, песенку напишу. Я, кстати, очень тоже люблю музыку. Я помню, в детстве, боже мой, так мучила маму свою, потому что я любила, вот у меня приходил трек, и я могла один трек, один раз я его 5 дней слушала нон-стоп. 5 дней. И моя мама уже на 5-й день, Настя, я все понимаю, это уже слишком. Или, допустим, у меня в какой-то момент я очень полюбила Ашера, и как только на MTV выходила его песня, я просто подлетала, на всю мощь включала. И мне было все равно, что у меня там семья рядом. Главное сейчас послушать эти треки, настолько туда погружалась. И сейчас у меня тоже как бы есть эта история про музыку, я очень с ней соединяюсь, очень много переживаний. Мне как будто бы идет своя как бы эмоциональная история с ними. То есть то, что я проживаю, всегда соединяется с какой-то песней. И как только я прожила, я как будто от нее отхожу, иду дальше. Вообще, я очень всегда хотела, чтобы
у меня были отношения, знаешь, с мужчиной, который через музыку будет мне, как сказать, общаться я смогу с ним. Знаешь, когда вот там человек через музыку выражает тебе какие-то свои чувства. Мгм. Или как хотя бы это чувствует, понимает, как-то вот так вот. Поэтому мне это тоже откликается. И вообще, Мгм. мне кажется, для женщины очень важно танцевать, проявляться, петь. Это же вот это как бы проявление энергии через горловую чакру. Она же идет прямо маточки, поднимается вверх. И когда ты поешь, это просто мощнейшее проявление. Или танцы. Да, и еще, знаешь, такая есть интересная вещь, что когда ты поешь, если ты поешь для себя, а не для Мгм. того, чтобы правильно ноту спеть, красиво прозвучать, то ты получаешь настоящее удовольствие. И тогда не важно, как ты поешь, а, главное, что ты получаешь от этого удовольствие. Но всегда будут люди в комнате, которые... Я даже недавно смотрела фильм, там было: о, ей точно петь не надо. А ты, если посмотришь на эту девушку, она кайфует с этим микрофоном, танцует, все. Ну, просто это человеческая, наверное, привычка старая, джадж, Мгм. осуждать. Это просто привычка, которую можно просто убрать, э, мне кажется. Избавиться от нее можно. Однозначно, это как бы зависит просто от каждого человека. И есть еще такая история, что невозможно, это просто невозможно такого добиться, что ты понравишься каждому человеку. Вот просто невозможно. И мне кажется, чем быстрее ты это внутри осознаешь, тем легче тебе будет идти по твоему жизненному пути, потому что в этот момент у тебя как бы с тебя сбрасывается очень много вот этих как бы restrictions, которые на тебе есть. Ой, нужно так сказать, нужно еще что-то сделать, нужно там как-то поступить. А когда ты приходишь в точку, во-первых, четкого видения своего пути, четкого понимания, кто ты есть, и понимания того, что ну не будешь ты всем нравиться, а зачем? Если люди-то не твои, зачем нравятся? Ну, как бы это все окей. А, а еще же сумасшедший слив энергии. Если ты пытаешься всем нравиться, ты не живешь своей жизнью. Они Да. все равно найдут, что тебе сказать, что тебе хорошо делаешь, им не понравится. Плохо делаешь, не понравится. А, а даже если нравится, может быть, не совсем правду говорят. Поэтому ты сливаешь всю свою энергию креативности, э, удовольствия, состояние счастья. Ты сливаешь это просто на то, чтобы нравиться другим. Поэтому ты думаешь, всем понравятся мои фиолетовые волосы? Не думаю. А мне пофигу, пофигу. Я даже просто, я еще такая думаю, что-то еще нужно такое. Я себе заказала на Амазоне, наверное, называется кардиган, такой длинный, Мгм. но он серебряный, серебряный. У, И я такая буду носить и буду ходить такая, да, я королева. Ну вот такая и есть. И кому-то не понравится, а кому-то понравится. Кто-то скажет: вау, я тоже так хочу. Раз она себе позволила, я тоже так хочу. Почему нет? да. Вообще, в принципе, тратить на это время, ну, как, это действительно слив энергии. Зачем? Для чего и ради чего? Ты живешь не для других людей. Тебе это... Да, во-первых, тебе дана эта жизнь. Она слишком короткая, чтобы ее тратить на кого-то, на что-то другое. Наслаждайся своей жизнью вот сейчас, в моменте, насколько ты можешь. Фокусируйся на себе, на тех моментах, которые тебя радуют. Ну, то есть у каждого человека это же свое что-то. Кто-то на мотоцикле любит гонять, а кто-то думает, бог ты мой, никогда в жизни на него не сяду, это же там небезопасно. Кто-то балетом занимается, кто-то поет, кто-то танцует, кто-то в IT просто гений. Вот он там сидит 10 дней, не выходя из квартиры, но он просто в этом погружен. Кто-то М, рисует картунс, да, в своем каком-то бабл, ему не нужно общаться с другим миром, а кто-то вот наоборот любит сцену. Ну, это же прекрасно, просто
быть тем, кто ты есть. Да, А, И тоже тратить свою энергию на то, чтобы сказать что-то негативное о других людях. Зачем? Вы же можете эту энергию, во-первых, потратить сначала на себя, любимого, то есть полюбить как-то себя. То есть, если видите, что это не нравится, вы такие, окей, не мое, пошел в другую сторону, так а куда мне теперь вот эту энергию перенаправить? Вместо того, чтобы как-то негативно высказываться о ком-то другом. Либо вот сделать челлендж для самого себя, окей, а как я могу, наоборот, позитивно отреагировать на вот эту ситуацию? То есть, если вам что-то не откликается, изначально, наоборот, постараться увидеть, а что другой человек в этом видит, что он в этом получает, то есть какой кайф. А может быть, вы даже не, ну, как бы не понимаете. Я, допустим, я когда рассказывала, что мне очень нравится узнавать истории людей, потому что у каждого человека абсолютно какой-то свой путь. И ты такие миры открываешь для себя, и те грани, которые ты никогда вообще не знал, что ты, ну, как бы, что это вообще даже существует. знаешь, что пришло сейчас? Так интересно, М. когда ты говорила. Когда я говорю, что я королева, и когда ты говоришь, что ты богиня, а, это дополнительно еще не говорит, что значит все не такие. Потому что у человеческая привычка, ну раз ты королева, значит, что я твой подчиненный, или что это? Это совсем не так. Это я королева в своем мире, в своей Да. сказке, в своей истории, а ты королева в своей. И также все женщины, которые когда-либо смотрят этот эфир, принимаете вы это или нет, но вы на самом деле королева и хозяйка своего мира, своего создания. И даже если кажется, что что я создала, что там у меня развод, или я создала, что у меня такая тяжелая ситуация была. Да, для чего-то она тебе нужна была. Но в твоих руках только то, что сейчас и в будущее. Ты не можешь поменять прошлое, но ты можешь научиться от прошлого, взять, что ты научилась из прошлого, и дальше создавать свой мир. У меня тоже было очень много таких ситуаций, где я могла просто вот так вот сесть и сказать, все, жизнь против меня, буду сидеть тут страдать. Да, но я так думаю, да нет, не хочу я страдать. Ну, я, в принципе, настрадалась, мне хватит. Я могу идти вперед и не страдать, да, то есть от вас зависит, ам, как вы строите мир в будущее, только вперед. Назад не поменяешь ничего, но вперед можно много чего менять. И а, если вам нравится быть королевой, будьте королевой. Если вам нравится быть королем, будьте королем своей жизни. Если вам нравится быть, я не знаю, служанкой, будьте служанкой, но имейте в виду, что это ваш выбор, это ваше создание, creation. Да, я тут абсолютно согласна, потому что все, что происходит в нашей жизни, это приходит из нас внутри, из нашего видения мира. И я неоднократно на своем пути видела, как вот когда во мне что-то менялось мое видение, вдруг менялись люди, менялись отношения, менялась вообще картинка как бы вокруг меня, и открывались даже новые дороги. Поэтому все в руках каждого человека. И я, наверное, поэтому говорю, что я богиня. То есть это я себя так вижу. Вот в своей вселенной Я я тебя богиня. тоже. И я вижу каждого другого человека как либо Бога, как богиню. Потому что, Да. во-первых, мы были созданы по, боже мой, как это по-русски это сказать, по образу и подобию Бога. То есть, и благодаря этому у нас есть возможность создавать свой мир. И выбирать, грубо говоря, ту игру, в которую вы хотите поиграть. Мгм. Если хотите пострадать, ну, оно так и сложится в вашей жизни. Если вы хотите наслаждаться этой жизнью, то и жизнь будет такая, потому что Бог все, что Он хочет подарить каждому из нас, это любовь.
Вот он хочет просто нас засыпать этой любовью, и если вы открыты, если ваше сердце открыто, Мгм. то у вас каждый день в вашей жизни будет наполнен только любовью, изобилием. Главное это принять, вспомнить об этом и творить из любви к себе. Но опять же, у каждого свой путь, у каждого своя дорога, кому-то нужно пройти разные уроки, поэтому тут выбор и ответственность на каждом из нас. Да, да. И самое интересное, что когда ты говоришь, что я богиня, я сразу вижу, что да, ты богиня, потому что ты создаешь этот образ. Но а как часто мы даем такое, что «О, я жертва». О. И сразу люди такие «О, она жертва, ее надо спасти». Или же а, я, не знаю, как сказать, ruthless по-русски. Ruthless. Боже мой. Ну ладно. Вот я ruthless warrior. Такая, да. Ну, и, конечно же, сразу тебя принимают, особенно в мужском мире, такие, о, своя, можно воевать, можно это, да, с ней можно по-своему, по-мужски, знаешь. А потом женщина говорит, а что мужчины со мной так общаются? Ну, как ты себя показываешь, так они будут. И у меня было такое, у меня был период в жизни, где я заходила в комнату как этот коуч. Я работала с бывшими футболистами, профессионал, Мгм. американский футбол, где они бегают, друг в друга врезаются, взлетают вверх и так далее. И я первый раз, когда пришла с ними работать, они вот так вот меня вверх-вниз вот посмотрели, ну так сели, что. И вот реально прям не смотрят на меня. Такие, типа, а что эта маленькая девочка нам сейчас расскажет? Я так посмотрела, думаю, так, эта теория не работает, потому что эти мужчины привыкли, что они слушают только своего коуча. И мне пришлось одеть эту маску. Но как только закончился вечер, я ее сняла сразу. Но тем, что я одела маску на момент, они поняли, что да, я одна из них. Что я сделала? Я одела маску коуча и заставила их, когда они мне сказали, ну, как бы один, я его уговорила, я говорю, ну, пожалуйста, сначала по-женски. Он такой, ладно, начал заполнять форму, которую. А один такой сел просто вот так вот, отодвинул бумагу и сидит. Нет, да. Я заполнять это не буду. А я им дала задание дать себе 8 благодарностей за то, что они делают ежедневно. Мгм. Я говорю, я говорю, oh, yeah? А почему нет? И я прям в его же энергию Мгм. обратно ему. Он такой. Меня жена приучила, что я все делаю, потому что я должен и обязан, потому что я ее муж, и мне не нужны эти благодарности. И сидит. Я говорю, интересно. Я говорю, ну, например, если бы ты помыл посуду, а я подошла тебе вот так вот обняла, скажу, Ани, ты такой у меня молодец. Когда ты посуду моешь, мне так хорошо, потому что мне не надо делать. Я могу расслабиться, могу тебя даже помассажировать немножко. То есть мне говоришь, что тебе это не понравится, да? Ну, а, не вот так вот понравится, да. А, ну ты же сказал, не понравится. Или если я тебя вот так, а я еще подхожу и вот за плечо трогаю. Ай, как ты так хорошо постриг траву, дай-ка я тебе сейчас пиво принесу. Ты такой молодец. Я говорю, ты говоришь, что тебе это не понравится. А я прям кричу на него, да? То есть, ты говоришь, что тебе это не понравится. Он такой, ну, если так, то сидит такой, «М, понравится, понравится. Да. Ладно. И только берет, заполняет форму.
И я пошла к другим, и тут все, они увидели, потому что он был как бы не такой лидер у них. Если он не М. знал, то я смотрю, все остальные заполняют. Потом я говорю одному, говорю, ну давай поделись первым, что ты себя благодаришь. Я благодарю себя за то, что я уж не помню, да, там кофе делаю себе с утра. И я говорю, ну давайте хлопайте. Они такие, я такая посмотрела, и давай кричать на них. Я говорю, вы называете это аплодисменты? Вы это называете аплодисменты? Ваш друг только что выиграл Супербол. Он забил гол всем вам. И вы вот так его благодарите? Я давай на них кричать. Они вот такие все сели вот так вперед, смотрят на меня, такие, что, не понял вообще, что происходит? Я такая говорю, мне стыдно за вас. Мне за вас стыдно. Они такие сидят, я говорю, так, давай, еще раз говори, а вы, чтобы, я буду на каждого смотреть, чтобы радовались, как будто бы он выиграл нам сейчас Супербол. Ну-ка, давай, говори еще раз. Они такие на меня смотрят в шоке, знаешь. И он говорит, я благодарю тебя за кофе. Они как заорали, я аж перепугалась. Подпрыгнули, вот такие, давай кричать это все. Я такая, much better. Они в меня влюбились с того момента, потому что я на них так накричала. И когда я уходила, я опять сняла эту маску. Мгм. Я такая kind, добренькая тетечка, женщина. Они подходят, они меня все так начали обнимать. Ты наша sister, ты наша family, ты наша семья, мы тебя любим. А еще самый прикол был, что тот, который изначально подвинул, что я не буду, он поднимает руку, можно я, а я специально его игнорирую, чтобы подождал. И в один момент поднял руку дедушка старенький, ему 94 года, и он такой, я хочу пойти. Я такая, и я смотрю, у всех вот такие квадратные глаза, а я же не знала эту информацию. А оказывается, этот мужчина, он уже 2 года ходит на эти встречи и ничего не говорит, кроме как критицизм. Да? Только критикует, критикует, Вау. критикует, критикует. Вот ему, вот все ему критика, да критика, критика, да критика. Вот все, что они приносят, нас выкладывают на обсуждение, он все критикует. А тут он такой поднимает руку, и они сразу вот такие думают, сейчас он будет меня критиковать. А он, Мгм. когда я был 14-летним мальчиком, и он рассказывает историю, и у всех слезы текут. О. И после этого меня президент оттянул в сторону, и он говорит, а, он говорит, я не знаю, что ты сделала, говорит, но мы от него, кроме критики, ничего не слышим, мы даже его не знали. И тут он открывается и рассказывает историю, где все его полюбили. И он говорит, Вау. спасибо тебе как-то, только потому, что я просто не постеснялась одеть маску, которая нужна была. Но М. внутри я все равно ресептив, да, восприимчивая женщина. И все. Да, это важно, наверное, здесь важно подчеркнуть, что нам, женщинам, нужно оставаться женщинами и позволять себе быть женщинами. Либо вспомнить себе, как быть женщиной, что это для вас, как вы это проживаете, какими вы хотите быть. И оставаться женщиной в любых ситуациях. Ну, как сказать, если нужно одеть какую-то другую маску, вы это одеваете. Да, Но все равно ваша сила заключается в том, что вы женщина, ни в чем-либо другом. да. И, кстати, вот в этой ситуации они прям видели, как я достала эту маску, одела, а потом я ее сняла вечером. Прям, и я опять вернулась в женственность. И самое интересное, что меня это научило, как общаться с ними, потому что дальше, когда я знакомилась с ними на улице где-то или на встречах, ам, у меня есть фотография, где я стою, а ты знаешь, я высокая, я еще люблю каблуки одевать. То есть я где-то с каблуками была 6,4.
не знаю, сколько это на сантиметрах. Я подхожу, и стоят два гиганта передо мной. Я на каблуках, на этих высоких, я вот так вот на них смотрю. И все к ним подходят, разговаривают, пытаются их автограф. А я подхожу, и я потому что уже знаю, как с футболистами общаться. Я говорю, эй, вы! Они так на меня смотрят вниз. Не, я говорю, как там погода наверху? И все, они давай меня обнимать. Потом у меня фотография, я тебе как-нибудь отправлю эту фотографию. Смешно, как я как маленький ребенок с ними стою. Гиганты такие, 2 с лишним метра. И вот они, это их язык. Но, Да, я сразу же сняла эту маску обратно, такая, добрый день, можно с вами фотографироваться? Знаешь, такая, как маленький этот. Да, то есть любую маску, но внутри мы остаемся женщинами. А что такое женщина? Это рецептор. Мы, мы сила, которая воспринимает э, и пропускает через себя. А мужчины, они они более dense, да, и у них энергия. Почему? Они созданы для этого. Поднимать тяжелые вещи, драться, защищать, таскать какие-то кирпичи, строить, конструкшн. У них тело для этого даже построено. А наши нет. да. Женщина это больше про текучесть, про какой-то поток, про чувствование тоже правильного момента, интуиции, вот про что-то такое. А мужчина, ну, как бы в моем видении, это больше такая скала, что-то такое неизвлекаемое. Да. Такой, я тебя сейчас защищу. Да, да, именно так. Вот как-то это так я вижу. Я просто вижу через природные формы обычный мир. Поэтому у меня какое-то вот такое внутреннее видение всего этого. Мгм. Да. Поэтому, девушки, дорогие, любимые, наша сила, даже наша не сила, наша власть в том, что мы мягкие, любящие, принимающие. Э, Конечно, в каждой из нас есть такая сила, вот если даже посмотреть на мир животных, если медведица должна защитить своих медвежат, так она превращается в огромного монстра. А до этого она спокойно там ходит, находит им всякие ягодки и так далее. Но если вдруг какая-то опасность медвежат, она становится да. Но это только на специальный случай. А с мужчинами этого страшного монстра его не нужно вытаскивать, пока не... Ну, конечно, бывают ситуации, где опасность приходит, но на самом деле всегда можно выиграть мужчину именно своей восприимчивостью, восприятием его таким, какой он есть. Однозначно. Потому что, в принципе, любые отношения это не про соперничество между мужчиной и женщиной. Нам как бы не за что соперничать, потому что абсолютно разные миры, и когда вы соединяетесь воедино, вы создаете новую вселенную. Да, И благодаря тому, что есть у него и есть у тебя, рождается новый мир. То есть вы должны друг друга, наоборот, взращивать, а, используя, ну, как бы, или применяя, не знаю, как правильное слово, лучшие качества друг друга и взращивать лучшие качества друг в друге и создавать что-то новое, помимо вас, помимо ваших отношений. И, кстати, вот ты говорила про женщину, что обычно она как бы такая спокойная, любящая, наполненная, либо танцующая, да, такая плавучая. Но есть и другая сторона. Я четко знаю, что у меня она тоже есть. Я ее вижу как львицу. И это, знаешь, у меня прям четко даже есть проживание это внутри. Я знаю, что если эта львица выйдет на охоту, боже мой, просто беги, она будет разрывать. И мне кажется, львица, она настолько опасна, вот именно женская, как сказать, да, да. сила вот эта защиты, и не знаю, я не знаю, как это даже правильно назвать, этого нет слова.
А вот этот огонь, если он взорвался, и ты еще защищаешь свою семью, своего ребенка, ну все, там можно армию просто победить, потому что она не сдаст, она будет биться до конца, она вот просто разорвет, и она пойдет по таким путям, которые никто никогда не знал, что это даже существует, она что-то свое придумает, А, вот. И в этом тоже сила женщины. Но в ежедневной, как бы, day-to-day life мы здесь, чтобы создавать из любви, создавать из сердца и создавать вот это спокойствие, благость, потому что и в этом нуждаются и мужчины, и мир, и наши дети. То есть от нас зависит вот эта энергетика. Нельзя же говорят, что погода в доме зависит от женщины. да, да. И когда ты говорила, мне пришлось это, не буди во мне зверя. Да, я, кстати, иногда немножко в какой-то момент начала с ней разговаривать, потому что я, если честно, немножко боюсь сама, и я пытаюсь в ней взрастить более такую мудрую львицу. Не та, которая просто бежит и рвет все на части, а какую-то мудрую королеву, которая сначала обдумает, знаешь, может быть, есть какие-то другие подходы, нужно ли нам вообще вот эта вся история, может быть, как-то можно договориться, передоговориться или еще что-то. Да, Вот как-то да, да, так, да. Она, на самом деле, она наш друг. И да. ее надо выпускать и поиграть в правильных сценариях. Например, львица может выйти, когда закрывает определенную бизнес-сделку. Да, она становится супер продавицей. Львица супер Мгм. продавица, да? По-моему, такого слова нет, продавица. Нет, нету. Продавать. Но это не важно. Ты создала что-то новое. Зато я что-то новое создала, да. Да, то есть super sales person, да. Или же когда ты какие-то переговоры ведешь, negotiations с кем-то, да, в бизнесе. В бизнесе можно ее выпускать, пусть играет. То есть у каждого должна быть, есть женщины, там, например, у которых э, это сильная часть, она хочет играть, да, то ты можешь даже в сексуальном виде это проигрывать, да, у кого-то какие-то определенные желания есть, но и есть мужчины, которые желают такого же, да, комьюнити BDSM и так далее, да, то есть это есть везде аутлеты, где можно выпускать львицу, поиграться. И еще самое интересное, что у тебя львица, а у меня мама медведь, мама bear. Мне все время говорят, что когда если кого-то обижают, во мне просыпается мама медведь. Я такая, что? Я ее люблю. Она моя подруга. Да, как бы, но я также знаю, что у нее есть как сказать, она у меня на поводке, можно сказать, да, как бы я Мгм. пускаю, когда нужно. Да. И, и еще бывает сценарий, когда она хочет чего-то такого, как по-русски, mischievous. Э, Чего-то такого, ну, как бы играющего, но Такая вот такая непослушная девочка. Она иногда хочет да, mischievous. И она иногда хочет пойти поиграть, побезобразничать. а Побезобразничать. вот, побезобразничать хочет. И я ей позволяю, но в голове. Там, М. например, она хочет что-то сделать, я такая, ну давай, помечтаем, как это бы произошло. Вот так, ага, да, и все, оставляем, делать это точно не будем, потому что кому-то может быть больно от этого. Но в голове я все равно позволяю ей играть с этими мыслями. И да, возвращаясь еще к маскам, то есть это тоже такой мощный инструмент. Ты можешь быть разной. И даже не про маски говоря, а в каждом из нас же есть разные энергии. У нас есть разные грани, и с этим можно, если ты живешь осознанно, ты можешь себя наполнять определенной энергией, либо несколькими энергиями, которые тебе необходимы вот в этой ситуации для того, чтобы как-то более гармонично пройти этот опыт, да, допустим. Потому что многие люди, мне кажется, не всегда осознают, по крайней мере, я этого не осознавала,
что это можно делать. И это очень такой классный инструмент, это тоже такой, как сказать, способ проявления и любви к себе, допустим. Да, у тебя бывает плохой день, но такой, нет, я сейчас себя наполню любовью, я сейчас наполню себя там еще чем-то, мне хочется потанцевать. И ты вот просто себя из одного состояния перетягиваешь в другое, и меняется вообще как бы весь ракурс, весь фокус и вся энергия твоего пространства. Поэтому это очень такой мощный инструмент, мне кажется. Мгм. Да, да. Вообще мир женщин и особенно если женщин с мужчинами, мир, он же такой уникальный. И многие знают, что такое ругаться с мужчиной. Это вот он такой. А что если, ну вот знаешь, ты знаешь, а теперь можно вступить в момент, где ты не ругаешься с мужчиной, попробовать создать гармонию. Это же совсем другой мир. Представляешь, мир, где весь мир в гармонии. Это же такого, мы же такого еще не знаем. Мы знаем, как разрушать, войны создавать, там это все. А что если мир, в котором нет разрушения, в нем гармония? Конечно, она как и в жизни, долго все ой, ну, это не навсегда, да? Но в то же время можно попробовать. Я хочу. Я прям искренне в это верю и пытаюсь, насколько я могу, в меру своих возможностей, создавать что-то такого подобное в моей вселенной. То есть это начинается от того, в каком состоянии я просыпаюсь утром, заканчивая, как я общаюсь с людьми, какую энергию посылаю, как я подхожу к ситуациям. И ну, как бы вот для меня такой мир, где люди с любовью, с чуткостью, с уважением относятся друг к другу, это прям что-то очень близкое моему сердцу, однозначно. И когда я вообще, в принципе, смотрю на другое создание другого человека, я всегда вижу себя. И я всегда думаю, как бы я хотела, чтобы отношусь к человеку так, как бы я хотела, чтобы относились ко мне. Вот, да. А, Поэтому мне это очень помогает, как такой какой-то компас по жизни. А вот насчет отношений, допустим, мужчины и женщины, вот я один раз услышала такую фразу, что говорили о том, что для мужчин был совет, да, относитесь к женщинам, как вы бы хотели, чтобы относились к вашей дочери. И когда вы вот так начинаете смотреть на женщину, у вас очень многое в мире начинает меняться. Мгм. И, наверное, то же самое хочется сказать, можно, не сказать, а можно использовать относительно мужчин. Относитесь к своим мужьям, ну, как, естественно, это ваши мужья, но или там партнеры, но относитесь к ним так же, как вы хотели бы, чтобы к ним относилась, к вашему сыну относилась любая женщина. И то есть там в перспективе все меняется. Да, да. Тема такая, можно говорить, часами, днями. Мне кажется, если нам дали возможность, мы бы с тобой просто здесь сидели и без остановки разговаривали. Кто-то бы приносил нам водичку, покушать, и мы продолжаем. Но, Нам надо с тобой, знаешь, что сейчас пришло? Нам нужно сделать стрим. Вот знаешь, как есть стримеры, которые играют, а нам нужно сделать стрим онлайн, да, где ты вот общаешься вот на какие-то такие темы. Кстати, прикольная идея сделать стрим, давай. и И чтобы плюс люди подключались, и вы заходите в какое-то давай, я готова, не готова. Так что да, пишите нам, если вы хотите подключиться к стриму. Мы выставим онлайн, когда мы это будем делать, и поболтаем уже вживую. Да, еще раз благодарим вас, что вы присоединяетесь к нашему пути, что вы с нами, что вы уделяете нам ваше время. И надеемся, что наш свет достигает ваших сердец.
и что-то новое, полезное вы находите в наших разговорах. Боже мой, сколько любви! И что вот эта любовь, которую мы вкладываем каждый раз в наши подкасты, также передается вам и заряжает ваши сердечки. Всем спасибо. До следующего выпуска. Да, любим вас.